Официальная история говорит нам, что в XVIII веке пришел Петр I на болото и с нуля менее чем за 100 лет построил фантастический город. Так ли это на самом деле? Давайте разберемся вместе, порассуждаем. Все, кто надеется прочитать однозначный ответ на поставленный вопрос, может статью не читать. Я ее пишу лишь для того, чтобы сопоставить доводы и факты, а не для каких-то конкретных выводов. Ну что, начнем. Эрмитаж. Обратите внимание на окна подвала. А где же фундамент? Давайте начнем с того, что видно невооруженным глазом каждому жителю города и каждому приезжему. Это окна на месте фундамента у многих зданий Санкт-Петербурга. Если пройтись по исторической части города, то можно заметить, что каждое второе здание ушло под землю, в том числе и Эрмитаж, и чуть выше уровня земли торчат остатки окон. Санкт-Петербург, 23-я линия Васильевского острова, здание Горного университета. Официально это объясняется тем, что на улицах города просто накапливается культурный слой и сантиметр за сантиметром скрывает дома. То есть за последние 300 лет пыли и грязи на улицах скопилось около 2-3 метров по метру за столетие. Значит, улицы вообще не убирают. И люди по ним тоже не ходят. Но если посмотреть фотографии начала прошлого столетия, то мы обнаруживаем, что здание выглядит так же, как сейчас, и никакого культурного слоя за это время не прибавилось, а ведь как минимум метр пыли должно было намести. Смотрим на фотографиях на окнах, которые якобы идут из подвала. Значит, дело не в культурном слое, а просто так строили, практически без фундамента, ну или сымитировали его потом, и с окнами в подвале. Но не забываем, что Петербург очень часто подтапливается Невой и строит здания практически без видимого фундамента и с окнами в подвал. Это очень оригинально. И нельзя сказать, что Петр со своими строителями не знал о потопах. В 1703 году, спустя 3 месяца после официального основания города, произошел потоп, и вода поднялась на 2 метра. Наводнение в Санкт-Петербурге в 1903 году, и получается, что, несмотря на это, все равно построили город с совершенно заниженными строениями. В одной из статей, посвященной нашей с вами сегодняшней теме, я нашла фрагмент из интервью питерского историка Марины Лагуновой. На вопрос про утопленность питерских зданий в грунт она ответила: действительно, судя по документам начала XVIII века, культурный слой за 250 лет особо не вырос. Цокольные этажи здания исторического центра еще тогда были более чем наполовину утоплены в грунте. Уровень Невы также не претерпел изменений. Но как объяснить это, мы не знаем. То есть даже питерские историки, у которых есть необходимые знания и возможность пользоваться разнообразными архивами, не могут ответить на вопрос: почему город утоплен в грунт? Здание вообще находится ниже уровня воды. В большинстве исторических зданий первым этажом является подвал. В Зимний дворец входишь сразу в подвал, в Кунсткамеру в подвал, военно-морской подвал, зоологический подвал. Дворец Меньшикова весь первый этаж ниже уровня грунта. Да во многих старых зданиях Петербурга при выходе попадаешь сразу в подвал. Но кто же так строит? В столь подтопляемом месте. Ну ладно, еще делают подвалы, но окна-то в них иногда очень большого размера, например, как в Зимнем дворце. Зачем? Большой Екатерининский дворец наши дни. Никаких окон внизу нет, засыпали, создается впечатление, что так не строили, а просто весь город когда-то засыпало толстым слоем земли или залило большим количеством грязи. Может быть, было наводнение, о котором мы не знаем. Тем более об этом говорит один факт. Во время раскопок культурного слоя на Дворцовой площади выяснилось, что под нынешним асфальтом находится 1,5 метра грунта, под которым лежит еще одна мостовая. Но если эту первую, нижнюю мостовую положили в XVIII веке, то откуда появилось 1,5 метра грунта? Либо была какая-то катастрофа, например, огромное наводнение, и грунт принесен с водой. Тогда можно объяснить, почему здания тоже завалены грунтом. Либо это культурный слой, и он нарос сам, но тогда должно пройти больше, чем 300 лет, и Питер должен был безлюдным, так как в противном случае всю грязь убирали бы дворники.
Огромное наводнение в 1824 году можно не считать. После него явно не было 2 метров, а в некоторых местах аж 4 метров нанесенного грунта. А теперь посмотрите на вот эту фотографию. Эта фотография сделана в 2002 году на северо-западном углу Дворцовой площади. Красной стрелкой здесь отмечена черная полоса, которую по телевизору назвали поверхностью времен Екатерины. Но тогда получается нестыковочка. Зимний дворец по эскизам тех лет выглядит так же, как сейчас. А если это культурный слой так пышно нарос на площади, то и дворец должен выглядеть в те времена иначе, выше и цокольные окна должны быть на поверхности. А дворники за эти 300 лет ни разу не убирались. А еще очень загадочным остается найденный недавно фундамент колоссальной конструкции, спрятанный под 4-метровым слоем земли. Вот он. В исторической части Петербурга практически во всех подвалах расположены кафешки или магазины. В некоторых из них есть окна, которые практически полностью заложены кирпичом. А есть дома с полностью заложенными подвальными окнами. Спрашивается, а зачем окна вообще в подвале сделали, чтобы потом заложить их? И здесь тоже заложены окна, вот и получается, что либо за эти 300 лет произошло, например, наводнение, о котором почему-то не говорят в официальной истории. Либо Петр не строил город, а пришел в заброшенный или пострадавший от катастрофы город и выдал его за свои. Здания были занесены песком, отсюда и разница между 2 мостовыми, ушедшие под грунт дома и чужая культура, о которой я расскажу далее. Нужно было только отреставрировать разрушенные здания и придумать басенку о том, что окна, замурованные в подвалах, это так задумано. А теперь давайте порассуждаем на тему того, почему в Санкт-Петербурге так много римской тематики. Куда ни глянь, везде либо римские божества, либо символы, крыши зданий украшают античные божества, памятники все в античном стиле, летний сад весь заставлен аналогичными скульптурами, в Эрмитаже целые этажи уставлены римскими скульптурами, и все это приписывают мастерству наших ремесленников. Обратите внимание на памятник Петру. Петр сидит на коне без штанов, одетый в одну римскую тогу и сандалии, на боку висит римский меч. Но на большинстве скульптурных и художественных изображениях Петр изображен в нормальной одежде XVIII века, с саблей, которые были тогда на вооружении. А еще Петр сидит на коне без стремени, а что говорит нам официальная история, стремя было изобретено в IV веке. Значит, всадник, изображающий Петра, жил не позднее IV века, и статуя отлита, возможно, тоже в эти же времена. Официально эта вся римская эпопея объясняется тем, что так в то время было модно. Но минуточку, а не европейскую ли моду привез Петр в Россию после путешествия в Голландию? Парики там всякие, ритузы. Мне кажется, что европейская мода того времени никак не похожа на моду римскую. Так что именно было модно? Парики или сандалики с тогами? Почему, если сейчас говорят о модном тогда римском стиле, нигде кроме этого памятника Петр не изображен в этом модном виде? Ну хотя бы портрет бы был Петра в тоге и с голыми ногами, но нет такого. Только памятник. А еще в Эрмитаже в тронном зале царя, прямо над троном, барельеф Георгия Победоносца, который убивает змея. Самое интересное, что Георгий одет точно так же, как и Петр, голый торс, римская туника и сандалии. Но что-то я не припомню, чтобы у нас на Руси изображали Георгия полуголого. К сожалению, на моей картинке плохо видно, но вы обратите внимание на барельеф, когда будете в Эрмитаже. Может быть, все это нам досталось от кого-то другого? Например, памятник Петру стоял и до Петра, нужно было только голову сменить на более похожую на Петра I, да чуть-чуть подреставрировать. Да и барельеф с Георгием Победоносцем тоже нам достался вместе в Эрмитажем, поэтому у святого такая одежда. Куча античных скульптур на зданиях, памятниках и в экспозициях музеев тоже нам досталось даром. Поэтому Суворову поставили памятник бога войны Марса. Зачем отливать что-то новое, когда можно просто переименовать наследие, которое по какой-то причине досталось нам и нагло присвоено Петром и его соратниками?
Здесь я покажу вам старинные картины и изображения, которые показывают наличие того, чего еще по данным официальной истории не было. Объясню, чтобы не говорить загадками. Есть множество картин русских и не только художников, на чьих картинах начала XIX века изображен Исаакиевский собор, но вся интрига этих картин заключается в том, что все эти изображения датируются теми годами, когда Исаакий не был построен. Меня заинтересовали эти нестыковки, и я решила поделиться ими с вами. Начнем. Официальная история гласит, что на месте нынешнего Исаакиевского собора было еще 3 его предшественника. Первый собор был построен из бревен в 1707 году, но через 10 лет в 1717 году строят второй собор из камня. Замена старого собора производится из-за того, что деревянный храм обветшал. Очень интересно, между постройками двух первых соборов всего 10 лет, то есть за этот маленький промежуток времени первый деревянный собор успел обветшать. Но ведь это очень маленький срок. У меня на даче стоит маленький домик из бревен, в этом году ему будет 22 года, но у него только бревна снаружи потемнели, а больше никаких признаков старения не обнаруживается, а первый Исаакиевский собор успел за 10 лет обветшать. Ну да ладно. Первый собор, построенный в 1707 году, второй собор вроде как был построен на месте нынешнего Медного всадника, в него попала молния, был пожар и вообще место было неудачное, постоянно подтапливался фундамент. Изображений второго собора я не нашла, картинка первого есть, третьего есть, а второго нет, но, может быть, потеряли, будем придерживаться этого. После второго, вроде как неудачного собора, в 1768 году было решено построить третий вариант подальше от берега. Спустя почти 40 лет, в 1806 году третий собор был освящен. Вот его изображение. Третий собор, гравюра 1816 года, а теперь самое интересное. В 1809 году было решено строить новый собор, уже четвертый, видите ли, предыдущий, который, если верить официальной истории, строили почти 40 лет, не подходил общему облику центральной части Петербурга. Что за бред? 40 лет строить собор, вкладывать в его строительство деньги, платить строителям жалование, пусть даже крепостным, ведь кормить то их надо было, а потом спустя 7 лет начать строить новый. И опять все по новой. А когда 40 лет мурыжили собор, то не заметили, что какой-то он некрасивый. Вот сейчас-то мы и подходим к самому интересному. В 1809 году надо было обновить собор, главное условие — сохранить 3 освященных алтаря, а все остальное можно было переделать. В общем, объявили конкурс, представлено было куча работ, выиграл мифический Монферран. Перейдем к самому главному. Новый и последний собор начали строить в 1819 году. В 1830 начали делать основание под купол, в 1837 началась установка колонн, а осветили собор только в 1858 году. Почему-то между 1837 и 1858 годом провал, неизвестно что делали с собором и почему между этими двумя датами такой промежуток без подробных описаний постройки. Теперь перейдем к картинкам. Начнем с самой занимательной, с газетной вырезки. Изображение в газетной вырезке является Третьим собором, так как именно строительство Третьего собора было окончено в 1802 году, но вам не кажется, что он совершенно не похож на предыдущий рисунок, который я разместила выше? А ведь именно тот рисунок, который размещен выше, является официальным изображением Третьего собора, и больше никаких картинок Третьего по счету собора нет. И не кажется ли вам, что Третий собор из газетной вырезки точная копия нынешнего собора? Ну прямо один в один. Кстати, прошу заметить, что за здание с колоннами находится на газетной картинке справа от собора. Колонны то еще ладно, но посмотрите на статую человека с лошадью у стен этого здания. Ничего вам эта фигура не напоминает? Например, статую Саничкового моста. Смотрим дальше. Картина Василия Садовникова. Вот перед вами картина Василия Садовникова, нарисованная в 1830-е годы, а Исаакий уже стоит,
хотя вроде как только в 1837 начали устанавливать колонны у него под куполом. Неизвестный художник, вид на Адмиралтейство, Старый Исаакиевский собор, английскую набережную и здание Академии наук на Васильевском острове, 1825 год. Ну а это вообще нонсенс, 1825 год, а собор превратился в какую-то хибару, да и вообще, как минимум тут должна быть стройка. Официальная наука гласит, что в это время здесь строился большой и современный Исаакиевский собор. Литография 1810 по 1830 год, то сеть — это литография Третьего собора. Сделана тогда, когда уже строили из него другой собор. Вид строящегося Исаакиевского собора в 1838 г. Литография с тоном Бенуа по оригиналу Монферрана. Эта картинка 1838 года мне очень нравится. История нам говорит, что в 1837 году было построено основание для завершающего купола, и вокруг него ставились колонны, но, как мы видим на этом рисунке, никакого основания нет, а колонны уже ставят. То есть историки и художник действовали отдельно друг от друга. Он рисовал, они писали, и ничего, что информация разная. Я думаю, если бы они описывали правду, то между историками и художниками не было бы никаких расхождений. Вид Исаакиевского собора в лесах. Раскрашенная литография с альбома Монферрана, 1840 год, 4 боковых башен нет в помине, и купол какой-то странный. А вот, кстати, еще два изображения в продолжение к предыдущему рисунку. Здесь тоже купол не такой, как у нынешнего собора, но похож на рисунок, где купол находится в лесах. И там купольная часть намного выше и сужается к верхней части. Смотрите, рисунок номер 1. Кстати, рисунок номер 1 датируется 1835 годом, то есть Исаакия, по идее, не должно быть на картинке. Смотрим дальше. Вот еще картинка, это рисунок с натуры Андре Дюрана из его альбома «Путешествие в Россию». Альбом Дюрана был издан в Париже в 1839 году, значит, рисунки были нарисованы намного раньше. Обратите внимание, что у Дюрана собор уже стоит, а это примерно 1839 годы, а по данным официальной истории только строится. Рисунок Дюрана, а есть еще и вот такая картина, датируемая 1840 годом, литография Шарлеманя. Здесь изображено внутреннее убранство собора, но ведь нам говорят, что в это время шла стройка полным ходом. Литография Шарлеманя, кстати, увидев эту картину, я вспомнила одну очень интересную вещь. В 1837 году в Исаакиевском соборе произошло венчание Екатерины Гончаровой и Дантеса, того самого, который смертельно ранил Пушкина. И как же могла произойти венчание, если храм строился? Нестыковочка у историков. Про дату венчания можете сами почитать в Википедии, по запросу Екатерина Гончарова. Вот, пожалуйста, еще одна картина, вроде бы Монферрана. Открытие Александровской колонны, 1834 год. И что мы видим? Слева Исаакиевский собор. А ведь всего лишь 1834 год. Открытие Александровской колонны, а теперь я просто выложу вам картины и изображения Исаакия разных лет, подпишу только даты самих картин. А вы сравните. Главное, запомните, что по официальной версии в 1837 году начали устанавливать колонны на верхней части собора, и только в 1858 году осветили храм. Этих дат вам будет достаточно, чтобы понять, что все представленные ниже картины нарисованы значительно раньше этого времени. Неизвестный художник, 1845 год, а вот еще напоследок, картина некого художника Иоганна Баптиста Вайса, про которого нет даже информации в Википедии. Картина датируется 1843 годом.